Привет, друзья! Я вышла на улицу купить себе еды, а на улице-то праздник курим. Я, конечно, про это помнила, но мне было лень с собой брать камеру. Это же влог ленивого путешественника. Вот. Но выйдя сюда и начав видеть совершенно прекрасных людей, я поняла, что я не могу стоять и буду снимать это все на телефон. Поэтому виват спонтанности. А что получится, посмотрим дальше. Поехали. Ну, а начинаю я свою прогулку с улиц Рамадгана, города рядом с Тель-Авивом, где я живу. У нас тут есть центральная небольшая городская площадь, где всегда проходят всякие мероприятия для детей, молодежи, ну и вообще для всех возрастов. На разные праздники регулярно устраиваются живые концерты, ну а сейчас вы видите активное буйство и бесильню для детей. Все это бесплатно, лишь стоит чуть-чуть постоять в очереди. Концерт, кстати, тоже идет. Народа очень много, как и всегда в Израиле. Все в костюмах, народ отдыхает, дети счастливы. А я брожу и рассматриваю, кто в какой костюм одет. Ну, это перед нами памятник известному поэту Хаиму Бьялику, который, памятник в смысле, вечно страдает во время праздников. В Йом Ацмаут его вечно обливают какой-то белой пеной, сейчас он цветными красками, но потом его, конечно, тщательно отмывают. Кстати, Бьялик был рожден в Житомирской губернии, потом жил в Одессе, потом в Германии, только потом уже в Тель-Авиве. Ну, а я продолжаю гулять и рассматривать все происходящее. Вон у нас огромные слоны, какие-то чудовища надувные, крылатые драконы. Ну и если все в костюмах, то и питомцы, конечно, тоже будут в костюмах. Всякие аттракционы находятся не только на площади, но и на улице Бьялик тоже. Территория гуляний всегда огораживается заборчиками, и все, кто входит, как всегда в Израиле, досматриваются, ну, их сумки прежде всего, на предмет безопасности. О, прекрасный костюм статуи свободы был, обратили внимание? Вон снова промелькнула статуя свободы, мне понравилось очень. А это замечательная комната, аттракцион «Бесильня». Мне кажется, в любом офисе, да и даже дома неплохо иметь такую, чтобы так пошвырять безопасно друг в друга чем-то в прилив сильных эмоций негативных. Я на самом деле обожаю праздник Пурим. Это мой самый любимый праздник в Израиле. Умиляюсь всегда крупногабаритным мужчинам в пачках для балерин и нежных крылышек бабочек. И выдумка людей по поводу костюмов безгранична. Естественно, всегда рядом службы на чеку. Кафе. А это я зашла в
мол, каньон Бьялик, посмотреть, как праздничная жизнь здесь течет. Дракула еду покупает. На самом деле кажется, что вроде бы люди все обычно одеты, если не приглядываться, но если внимательно рассмотреть, то вон у нас и Бэтмены, и балерины, и панки, и Дракулы, и все это как-то так растворено в общей массе, что кажется, что так и надо. Вот как раз классический пример пуримской милоты. Бородатый мужчина с нежными крылышками бабочки. И я решила отправиться дальше за приключениями и поехать уже в центр Тель-Авива на бульвар Ротшильда и посмотреть, как там проходит гуляние. Доехала до центра и поднимаюсь на поверхность. Здесь тоже все в костюмах просто на улице. Праздник этот совершенно прекрасно сумасшедший. Вот смотрите, если у тебя жена принцесса Микки Маус, дочь принцесса Микки Маус, то и ты принцесса. Вот уже бульвар Ротшильд в его начале. Ну и немножко расскажу о празднике Пурим для тех, кто не в курсе. Этот праздник был основан на событиях, описанных в книге «Эсфирь» или «Эстер». История происходила в древней Персидской империи примерно в 355 году до нашей эры. Евреи тогда жили в изгнании. Советник царя Ахашвероша по имени Аман решил уничтожить всех евреев в империи. Смотрите, вот еще колоритные ребятки идут. Ой, и грозные, с ножами. Продолжая тему ножей. Так вот, советник Аман бросил жребий. Жребий на иврите «пур», отсюда и название праздника «Пурим». Бросил жребий, чтобы выбрать дату для уничтожения народа. Но эти его жуткие планы рухнули. Духовный лидер евреев Мордехай и его племянница Эстер, которая в свое время, скрыв свое еврейское происхождение, стала женой царя, сумели предотвратить это уничтожение. Эстер раскрыла заговор Амана и попросила царя защитить евреев. В итоге указ был отменен, а евреи получили право защищаться. Ну и с тех пор Пурим отмечается как избавление еврейского народа от уничтожения. Посмотрите, какие у нас тут усатые Hello Kitty супергерои розовые. И не только они. Вот шикарный костюм пластинки, мне кажется, с дьяволицей в подружках. А это тут на Ротшильде всегда играют в игру, название которой я не знаю. Но вот бросают шары и что-то дальше делают. Ну а традиция наряжаться на Пурим идет уже давно. Упоминания о ней были уже 500 лет назад, задолго до того, кстати, как появился Хэллоуин. И сам маскарад символически напоминает о скрытой идентичности. Ведь царица Эстер долгое время скрывала, что она еврейка, и сама как бы была в маске. Какой костюм! Это прямо счастье. У нас тут бывают еще и зомби-парады во время Пурима. Я когда-то давно была на одном. Но в этот раз было лень выбираться. Еще из интересного, на Пурим есть традиционное блюдо. Это такие треугольные печенья, которые зовутся уши Амана. Потому что по форме напоминают типа уши или трехугольную шляпу Амана. В общем, на протяжении веков Пурим остается
самым таким радостным, веселым праздником и отмечается несмотря ни на что. Ну, конечно, массовые гуляния всегда отменяются, если идут какие-то военные действия или есть угроза жизни. Но тогда народ приходит просто в бомбоубежище в костюм. Поскольку это съемки 25 года, то вот эта вот площадка посвящена еще не отпущенным заложникам из сектора Газа на тот момент, но озвучиваю я в 2006 году, и, к счастью, все возвращены. Ну, а я на автобусе уже двигаюсь ближе к своему дому, в Рамадган, попутно из окна снимая, что происходит в Тель-Авиве. А в Тель-Авиве, как всегда, гулянка идет вовсю. Везде Микки Маусы, плащи, супергерои. Ну, а вот этот вот дядечка вовсе не в костюме. Это он по жизни такой, просто религиозный. И тут я в окно увидела совершенно чудесный садик с пышным розовым цветением. Не знаю, что это за деревья, но... Ну и что вы думаете, я сделала? Я вылезла из автобуса и пошла в этот садик полкилометра, потому что, а может и больше, потому что я не знаю, когда я еще сюда попаду, будет ли он еще цвести через 2 дня, сколько здесь будет народу. А сейчас здесь невероятная красота, и пропустить это невозможно. Так что сегодня абсолютный день спонтанности. Представляете, под ногами ковер из цветов. А это замечательный новый памятник котам. Кот да, и кот нет. Ну а вечером того же дня снова вышла пройтись по Рамадгану. В праздник добавили вот цветных шаров на деревья, а лампочки тут всегда у нас горят. Добавляют такой сказочно, романтично, чуть праздничной атмосферы. И я не удержалась и решила пройтись по улице в костюме. Потому что это очень большой кайф. Пройтись в костюме. Как обычно. Ходишь каждый день там же. И предлагаю, друзья мои, заценить мой костюмчик. У меня такие супер щупальца осьминога со светящимися присосками, которые я сама пришивала весь вечер, и пауэрбанк тайный, чтобы запитывала эти леды светящиеся делала. А изначально этот костюм
был сделан мной для офисного празднования в стиле диснеевских мультиков, и я была Урсулой из «Русалочки». Вот у меня тут даже мурены сделаны. Но это чуть-чуть в ретроспектива в тусовку бывшей работы. Народу уже мало и не танцует, потому что это поздно-поздно я сняла, чисто для интерьера вспомнить, как оно проходило. Тусовка была мощной. Я только потом, в самом конце, поняла, что все цветы, которые были в зале, они были не искусственные, как я думала, а вообще натуральные, живые. Ну, а я с вами буду потихонечку прощаться, друзья мои. Спасибо большое, что были со мной. По традиции YouTube ставьте лайки, если понравилось, и подписывайтесь, потому что это поможет как-то моему каналу хоть чуть-чуть расширяться. И до следующих встреч. Пока-пока.